Всем привет! Знаете, что я подумал? Вся эта история с эпидемией и карантином весьма поднадоела. Было бы неплохо узнать, когда все это закончится. И можно попробовать сделать нейросеть, которая даст прогноз. Сегодня этим и займемся. Для начала нам понадобятся данные об эпидемии. Идем в Google и вводим запрос COVID-19 Dataset. Переходим на GitHub и качаем архив. В самом архиве нас интересует файл Countries Aggregated. Выглядит он вот так. А вот так выглядят загруженные данные в нашей программе. Будем использовать вот такую нейросеть. 15 входов, 2 скрытых слоя и одно значение на выходе. По графикам видно, что Китай и Корея уже победили эпидемию. Эти данные будут использоваться, чтобы показать нейросети, как развивается болезнь. Как это работает? Нейросеть получает на вход данные о случаях новых заболеваний за предыдущие 10 дней, а на выходе должна показать, сколько случаев будет сегодня. Сначала данные проходят по сети в одном направлении, потом результат сравнивается с данными из датасета и вычисляется ошибка. И на основании этого корректируются параметры нейросети. Такой метод называется методом обратного распространения ошибки. Надо заметить, что у данных по Китаю есть одна особенность. Рост заболеваемости, отмеченный белым, связан с улучшением систем тестирования и изменением политики государства по выявлению новых случаев. Эти данные не отражают действительного развития эпидемии, поэтому из обучающей выборки они должны быть исключены. Правда, есть еще одна проблема, о которой нужно упомянуть. Это масштаб. Смотрите, вот здесь 100 случаев, вот здесь 15 тысяч, а вот тут 40, этого даже на графике не видно. Сотня по отношению к 15 тысячам для нейросети это то же самое, что 0. Но это большая разница, заболело 100 человек или ни одного. Поэтому данные нужно как-то подготовить, чтобы нейросеть была чувствительна как к малым, так и к большим числам. Я применил логарифм, и график стал выглядеть вот так. Но есть еще кое-что. Все страны разные, и одной истории развития болезни недостаточно. Нужно учитывать некоторые дополнительные параметры. Я использовал население, плотность населения в эпицентре эпидемии, а также помечал, введены ли экстренные меры на тот или иной момент. Как известно, эпицентр эпидемии в Китае – это город Ухань. Все данные по Китаю вы видите на экране. В Корее город Сеул – эпицентр эпидемии. Экстренные меры введены с 23 февраля. Остальные данные вы видите на экране. В России эпицентр эпидемии в городе Москве, а изоляция началась с 30 марта. Данные по населению и плотности населения вы видите на экране. Теперь можно приступать к обучению нейросети. Вначале я решил попробовать использовать функцию активации ReLU. В интернете у нее много хороших отзывов. Но на деле что-то как-то не очень. Короче, прогнозировать она не хочет. А вот график ее обучения, если кому интересно. Дальше я решил попробовать сигмоиду. И тут уже после 5 первых тысяч проходов результат стал поинтересней. А это результат после 10 тысяч проходов. И тут главное не переобучить нейросеть, потому что при прогнозировании четко повторить обучающую выборку это не главное. Данный полученный результат можно считать достаточно качественным. А вот график обучения этой нейросети. Но это прогноз нейросети на год вперед. Как вы видите, нейросеть считает, что после первой вспышки будет вторая небольшая волна заболеваний. А сам вирус никуда не исчезнет, и разовые случаи будут периодически возникать. По мнению нейросети, эпидемия закончится 31 мая, а общее число заболевших будет порядка 180 тысяч. Но не надо воспринимать эти сведения как абсолютную истину. Нейросети тоже могут ошибаться. Программа доступна для скачивания на моей страничке Boosty. Ссылка в описании. На сегодня все, но впереди у нас еще много всего интересного.